Это проект «Русский через истории» – аудиокурс изучения русского языка по методу сторителлинг. Я Дмитрий Гурбатов, и сегодня я расскажу вам личную историю про грибы. Смотрите видео несколько раз, используя поочередно английские и русские субтитры. В молодости я увлекался психоделической музыкой и играл в группе на бас-гитаре. В то время мы курили марихуану и могли импровизировать часами. Я читал книги Карлоса Кастанеды, Александра Шульгина и увлекался темой изменения сознания с помощью психоделических наркотиков. Естественно, ЛСД, мескалин и прочее были запрещены. Найти их было невозможно. Но однажды выяснилось, что в лесу, неподалеку от города, где я жил, обнаружились псилоцибиновые грибы. Я и раньше любил собирать грибы и знал практически все местные съедобные виды. Но тут все мы превратились в заядлых грибников. Сбор грибов – дело непростое. Процесс сбора требовал немалой концентрации, поскольку можно было легко ошибиться и насобирать обычных поганок. Мы ели, или точнее употребляли грибы прямо в лесу. С одной стороны, психоделический опыт лучше переживать на природе, а с другой, так мы избегали проблем с законом, поскольку не хранили наркотики. Однажды к нам приехал друг из другого города и поехал в лес с нами. Он начал собирать чуть ли не все грибы подряд, без разбору. Я объяснил, что они разные и нужно быть очень осторожным, на что друг мне ответил: «Ты что? Эти ничем не хуже по эффекту. Я их 100 раз уже ел». Подумали мы, замечательно. Грибов, о которых шла речь, было гораздо больше. Мы быстро насобирали нужное количество, съели и расселись вокруг костра, ожидая прихода. Обычно требовалось около получаса, чтобы почувствовать первые эффекты. Когда прошло полчаса и ничего не случилось, я начал волноваться. Было видно, что наш знаток тоже нервничал, хотя и пытался не подавать виду. «Пацаны», — сказал я, — «если через 15 минут мы ничего не почувствуем, нужно срочно ехать в больницу. Судя по всему, мы наелись поганок». «А что мы скажем в больнице? А что, если вызовут полицию? Меня родители убьют, если узнают». Началось бурное обсуждение ситуации. Пока решали, что делать, прошло еще полчаса. Потом еще. И ничего. На наше счастье никто не отравился. Дело в том, что не все несъедобные грибы содержат ядовитые вещества. И нам здорово повезло. Многие, я в том числе, очень испугались. И больше я не ездил за волшебными грибами. Это была небольшая личная история. А если вы хотите не просто слушать истории, но и осваивать с их помощью русский язык, приглашаю вас прослушать 4-й эпизод нашего курса подкаста «Русский через истории от А до Я». Он посвящен букве «Г» и грибам. Из эпизода вы узнаете, почему русские обожают собирать грибы, какие виды грибов наиболее популярны, как выбирать грибы, чтобы не отравиться, как заготавливают грибы на зиму. А в премиум-версии эпизода вас ждет самое важное – практическая часть, где вы тренируете языковые навыки понимания на слух и говорения с помощью техник расспрашивания истории, точка зрения и обратный перевод. Переходите по ссылке в описании и продолжим.